Приветствую вас! С вами Алла Касаткина, проект «Ладно и я». Сегодня мы поговорим о подарках. Вернее, не совсем о подарках, а о том, почему мужчины их не дарят. Когда женщина получает подарок, она начинает чувствовать себя более значимой для мужчины. Она понимает, что мужчина ценит ее, хочет сделать ей что-то приятное, и просто женщинам нравятся подарки. Нормально. Но есть ситуации, когда мужчины подарки не дарят. И первая ситуация, как бы это ни было так обидно, первая причина, по которой мужчины не дарят подарки, банально, мужчина жлоб. Можно ли заставить жлоба дарить подарки? Можно. Но это настолько долго, неблагодарно и энергозатратно для самой женщины, что возникает вопрос, а какого черта вам этот жлоб понадобился? И если вы столкнулись случайно с таким мужчиной, подумайте о том, что, может быть, стоит сменить его на другого. Следующий момент, следующая ситуация, вернее, причина, по которой мужчина не дарит подарки. Мама, предыдущие женщины не приучили его дарить подарки. Может быть, молодой человек рос из семьи, где мама все делала для него, а он для мамы не делал ничего, или наоборот, он делал что-то, детки в детстве пытаются для мам лепить аппликации, там делать какие-то красивые цветочки из цветной бумаги. Мама дарила, но мама не ценила этого. И мужчина для себя решил, больше ни одной женщине я этого не подарю. Банально, мама и другие предыдущие женщины его от этого отучили. Это не ваша вина. Эта ситуация нам как раз поправима больше, чем ситуация с мужчиной, который жадина, банальная и не хочет ничего делать никого. Но это поправимая ситуация, это можно, но это просто стоит прояснить, стоит проговорить. Еще одна причина, по которой мужчина не дарит подарки, это когда девушка скромная, нерешительная, очень хочет подарков, но не говорит об этом. Хочет и молчит, как в старом анекдоте. Хочет и молчит. И все, и хоть тресни. И как мужчина узнает о том, что ей подарить, если она молчит, как партизан на допросе? Никак. И поэтому мужчина принимает для себя решение. Она не хочет подарков. Ей они не нужны. И может еще быть такая ситуация, когда женщина на какую-то попытку сделать что-то для нее, намек на подарок, женщина не отреагировала, не дала первый сигнал правильный. И мужчина для себя сразу решил, не хочет. На самом деле очень простое такое решение, хорошее, освобождающее от многого, не хочет. Еще одна причина, по которой может не дарить мужчина вам подарки, это то, что ваше место в той иерархии ценностей, которая есть у мужчины, не предполагает подарков. Вы себя так поставили с мужчиной, что он вас быстренько на определенную полочку в своей голове посадил, как куколку, и эта полочка подарков не предполагает. Что это может быть за полочка? Это может быть полочка, она неблагодарная, в том числе. Это может быть полочка, а что и дарить, у нее все есть. И есть полочка неприятная, очень неприятная. Да она мне никто, что я подарки дарить буду? То есть это такие опасные полочки. Но даже занимая эти полочки, можно получать подарки, если вы правильно на них реагируете, если вы мужчину благодарите, если вы говорите о том, чего вы хотите, если вы показываете, что вам приятны подарки и они вас радуют. Тогда у мужчины есть четкое понимание, что все-таки подарки в жизни у этой женщины есть. Еще одна ситуация, когда мужчина не дарит подарков, банальная. У него нет денег на эти подарки. Но эта ситуация не является оправданием ни в коем случае. Если у мужчины нет денег, а мужчина хочет порадовать свою женщину, хочет ей понравиться, мужчина обязательно что-то делает для нее. Я не знаю, даже букетик полевых цветов соберет, испечет для нее сам торт или пойдет на какой-нибудь мастер-класс и сделает для нее браслетик. Я когда-то была на мастер-классе по рукоделию, и приехал молодой человек на очень престижной иномарке, он приехал делать браслет для своей девушки. Ему преподавательница, очень удивлена, молодая девчонка, и задала, такой не совсем корректный вопрос, типа, а зачем ты приехал, ты же купить можешь. Он говорит, в том-то и дело, что купить я могу все, что угодно, а здесь я сам делаю, ей точно будет приятно. И потом я встречалась с этим молодым человеком, случайно встретились в кафе с девушкой, я с ним не разговаривала, но я увидела, что у девушки был тот браслет, который он для нее делал на мастер-классе.
согласен. Это тоже очень показательно. Это когда женщина умеет быть благодарной, мужчина для нее хочет сделать намного больше. Поэтому то, что вы для себя обозначили, что я не буду говорить мужчине о том, чего я хочу, я не буду говорить о том, что мне нравятся подарки, потому что он бедный, от него все равно ничего не дождешься. Мои дорогие, это заблуждение в вашей голове. Это ограничение в вашей голове, и это то, что останавливает вас, но ни в коем случае не сможет остановить мужчину. Еще одна причина, когда мужчина не дарит подарков, или даже если он дарил, но перестает подарки дарить. Это когда вы начинаете перед мужчиной пытаться доминировать над мужчиной и демонстрировать ему свой статус. Я крутая, круче, чем ты, соревноваться с ним. И вот как только вы его начинаете подмывать на это соревнование, вы убиваете весь рыцарский дух в своем мужчине. Вы в нем пробиваете воина, который хочет вас замочить, в том числе и лишив подарков. Сначала он вас наказывает, лишая подарков, и если вы, так сказать, не приходите в разум, он вас может случайно и замочить. Вот такая вот штука. Не провоцируйте мужчин своим неправильным поведением. А как же делать так, чтобы мужчина хотел дарить подарки? Умейте радоваться тому, что мужчина делает для вас. Это не обязательно, что если он сделал на 3 копейки, вы должны устраивать истерику и петь ему дифирамбы 5 дней. Нет. Но если вам приятно то, что он сделал, замечайте приятные мелочи, которые для вас мужчина делает. Говорите ему, что вам это нравится, даже если это мужчина, особенно если это мужчина делает на автомате. Есть мужчины, которые открывают дверь на автомате, есть мужчины, которые говорят, давай я приготовлю сегодня ужин. Есть мужчины, которые видят, что вам что-то нравится, там, я не знаю, пироженки, здоровая еда приносит вам то, что вам нравится. Благодарите за это. Когда мужчина видит, что все его попытки, там мужчина что-то, пошел книжку раздобыл для вас, которую вы хотели почитать, или нашел, где скачать фильм, тот, который вам хотелось посмотреть, благодарите за это. То есть все начинается с мелочей. И если мужчина на таких мелочах видит вашу благодарность, видит вашу радость, у него появляется желание что-то делать для вас. Если мужчина этой радости не видит, мужчина закрывается и говорит: полочка никакая, полочка неблагодарная, полочка недостойна. Вот и все. И вы отправляетесь на эту полочку. И с этой полочки соскочить очень-очень сложно. Поэтому, если вы хотите получать подарки от мужчин, умейте принимать эти подарки с радостью. Умейте говорить о том, что вы хотите получить подарок. И принимайте это с благодарностью. Подписывайтесь на наш канал. Жмите лайки, делитесь с подругами. До встречи в следующих видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока.